Этот выпуск мы сделали специально ко дню рождения Димаша Кудайбергена, артиста, чей голос, талант и характер продолжают удивлять нас снова и снова. За то время, которое мы провели, изучая его творчество, он успел создать свой мир и даже свою собственную вселенную. В этой вселенной нет правил и нет законов. В ней существует только музыка, голос и любовь. А те, кому посчастливилось оказаться в этой вселенной, называют себя Диарс. Добро пожаловать в мир Димаша. Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Алга Петербург. В этом выпуске будем делать реакцию на реакцию звезд эстрады, шоу-бизнеса и телевидения, таких стран как Украина, Казахстан и Россия. Так случилось, что звезда Димаша загорелась на мировой арене раньше, чем в тех странах, о которых я упомянул ранее. Но тем не менее, остается все меньше и меньше людей, в том числе и коллег Димаша, которые сдались под натиском профессионализма и обаяния артиста. И уже не скрывая выражают свой восторг. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Димаш может просто своим волшебным голосом, мне кажется, сделать просто рудковское зачатие без мужчины. Николай Басков, как всегда, в своем репертуаре. Для тех, кто видел, как Николай снимался в ремейках на фильмы Гайдая ко дню рождения Аллы Крутой, их уже вряд ли чем-то можно удивить. Надо отдать должное, Басков – отличный актер и импровизатор. Во-первых, мне очень приятно, что это делаю именно я. Во-вторых, я люблю твой дивный голос. В-третьих, я желаю тебе фантастического будущего и скорейшего покорения мира. Валерий Леонтьев на песне года блестяще поздравил Димаша. Невероятно приятно было услышать такие искренние слова от легенды российской и советской эстрады, который прошел многое в своей длинной карьере и при этом сохранил лицо достойного человека. Стартовал он удачно в Китае, и успех, можно сказать так, экспортировали сюда, и совершенно заслуженно, потому что талантливый молодой человек с уникальным абсолютно голосом, диапазоном, и, конечно, он интересен. К певице Валерии претензий нет, а вот с лицом ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина, нужно что-то делать. Разумеется, на сегодняшний день все хотят работать с Димашем, но не каждому это под силу. Хорошо сделать свое дело, вот как может это делать Димаш, несмотря на свой молодой возраст, это сложнее всего, и потому таких, как он, совсем немного. Валерий Меладзе – прекрасный певец и в недавнем наставник шоу «Голос». Знает, о чем говорит, так как уже работал с казахами и убедился, что среди них очень много талантов. Чего стоит его подопечный Ержан Максим – непобедим. Безусловно, потрясающие данные природные, голос, очень красивый тембр и красивый очень и субтон, и верхние ноты. Вот. Главное, я думаю, что нужно ему найти свою песню. Группа А-Студио – земляки Димаша. Очень талантливая музыкальная группа. Благодаря им на российской эстраде Димашем была исполнена композиция «Грешная страсть». Между прочим, первая песня на русском языке, которую я услышал в исполнении Димаша. Можно сказать, что именно с этой песни началась вся деятельность канала «Эхо Петербурга». У Димаша все-таки очень уникальный голос. Голос – это тонкий инструмент. Ему все-таки доступно, что сколько у него там 6 октав и еще пару нот сверху. Вот, больше 6 октав. Эти верхние нотки, они тоже не просто так даются. И если связки перенапряжены, вот он, например, в Лондоне был больной, не в голосе. В Москве не все хорошо спел, честно говоря. В целом, у меня к нему никаких претензий. Он блестящий вокалист. Он очень интересный артист. Я ему желаю большого будущего и самое главное, чтобы он в конце концов нашел свою песню, за которую его все полюбят. Сергей Рогожин – заслуженный артист России. Один из первых, кто начал знакомить российскую эстраду с Димашем. Кстати, он был у нас в гостях на канале «Эхо Петербурга». К сожалению, интервью с ним не сохранилось. Однако впечатления об этом человеке у нас остались самые приятные. Спасибо Сергею Львовичу за его просветительскую работу. Давайте посмотрим пару фрагментов. То, что дано тебе, то, что дано мне, это не тот, и это не наша заслуга в этом. То, что мы имеем такие вот голоса, такой тембр именно. И это относится в огромной степени этому молодому человеку, этому потрясающему вокалисту, уникальному вокалисту. Данные которого просто потрясают. Меня это настолько потрясло и поразило. Думаю, Господи, какое счастье. Я всегда радуюсь, когда на сцене появляются настоящие профессионалы, настоящие вот Богом одаренные люди. А когда я прочел фамилию, Димаш, получается, если переводить, получается, посланный Богом.
уникальный голос, когда человек поет так, что слушаешь и растворяешь в этом звуке. Вот не уши режешь, что прям как бы, знаешь, а вот ты слушаешь и понимаешь, что ты вот этим наслаждаешься. Вот это классно. Ну, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин и заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова в представлении не нуждаются. Приятно, что каждый из них, не стесняясь и открыто выражают свои эмоции и восхищение по поводу таланта Димаша Кудайбергена. Я думаю, весь мир сейчас болеет за тебя. Мы являемся главными фанатами, потому что мы твои земляки. Желаю тебе самое главное, чтобы ты был здоров. И чтобы тебе сопутствовала твоя яркая, красивая звезда, которая загорелась на твоем небосклоне. Бибигуль Тулигенова – казахская и советская оперная певица. В народе ее называют казахский соловей за необычайно дивный и звонкий голос. Очень уважаемый и значимый человек в истории и культуре Казахстана. Оттого слова из уст этой женщины ценнее золота. Не люблю бросаться там какими уж словами, но он космический парень. Он космический парень, и в моей биографии, он такой, может быть, и единственный. Тут сложно что-либо комментировать, достаточно просто сказать спасибо за совместные шедевры, которые появились благодаря творческой дружбе двух профессиональных музыкантов. Очень надеемся, что это только начало. Действительно яркий очень вокалист. Дай бог ему удачи. У него, мне кажется, есть все для этого шансы. Я помню, что у него выдающийся голос, он очень высоко, красиво поет. Дмитрий Маликов – народный артист России. Интервью телеканалу Тенгри Ньюс давал достаточно давно. Я еще удивился, почему его спрашивают о Димаше. А оказывается, он был на Славянском базаре 2015 в Витебске и вживую один из первых услышал голос Димаша Кудайбергена. Везет же людям. Мне кажется, из всех ремейков, которые были за последние четверть века этой песни, это самая красивая и удачная версия, так спетая от души, от сердца. Этот деятель культуры не нуждается в представлении, я знаю, что к нему многие относятся неоднозначно, однако уверен, что мы многого не знаем. И какие на самом деле отношения между Филиппом Бедросовичем и Димашем Кудайбергеном, можем только догадываться. Кто знает, может быть, не все так плохо, как многие предполагают. Очень важно сказать о прекрасном действительно открытии этого года. Это певец Димаш Кудайберген, конечно же. Уникальный человек, уникальный голос, уникальный талант. Это настоящий самородок. Но у него нет репертуара. То, что он сегодня поет, извините, это очень посредственный, средний такой репертуар. Сергей Соседов, известный музыкальный критик, знакомый нам еще со времен скандальной программы «Акулы пера». Многие писали нам на заре канала «Эхо Петербурга», чтобы мы пригласили Сергея Соседова к нам в гости на интервью, чтобы он мог в свою очередь высказаться о творчестве Димаша Кудайбергена. Тогда нам сделать этого не удалось, а теперь, как видите, критик нещадно в свойственной ему манере сделал свое резюме. Это невероятно талантливый парень, и это здорово, что такие голоса появляются на нашей, считайте, интернациональной эстраде российско-казахской. Димаш покоряет, как вы знаете, уже весь мир и выступает с успехом в Америке и в Китае. Еще раз давайте поаплодируем ему. Максим Галкин, известный пародист, комик, артист, нынешний муж примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой. Этот фрагмент видео был снят на концерте «Подарок для Аллы» в честь ее дня рождения, на котором она не присутствовала. А жаль, потому что именно там впервые прозвучала композиция «Любовь, похожая на сон» в исполнении Димаша Кудайбергена. Здесь я полностью солидарен с Киркоровым. Это лучший ремейк. А по мне так и вовсе совершенно другая песня. Теперь благодаря Димашу у каждого поколения есть своя версия этой композиции. Вот любовь Саши для людей получилось. Спасибо Игорю Яковлевичу, спасибо Димашу. Без них эта песня не стала. Слова на самом деле обычные, проникновенные, но без поддержки, без голоса Димаша, без его харизмы, без музыки Игоря Яковлевича, я думаю, я не стал бы поэтом. Поэтому большое спасибо. Это кадры с премии «Виктория», где Димаш получил сразу две награды, как лучший вокалист в классической музыке и «Открытие года».
Михаил Гуцериев – миллиардер, поэт, автор текстов таких песен, как «Любовь уставших лебедей» и «Знай», которые мы так любим и обожаем в исполнении Димаша Кудайбергена. К слову, также эти песни теперь знают и поют во всем мире благодаря Димашу. Как вам казахский певец Димаш Кудайберген? Очень нравится, очень хороший певец, шикарный. Хороший, видно, скромный парень такой, вообще певец прекрасный. Дмитрий Гордон – очень известный и популярный украинский журналист. Он профессиональный интервьюер. И я думаю, нам всем было бы очень приятно и интересно увидеть Димаша в его авторской программе «В гостях у Дмитрия Гордона». Надеюсь, он сейчас смотрит это видео. Димаш, как ты? Я очень рад. Я тоже самое. Можно фото сделать? Сделай, пожалуйста, Димаша. Слушай, я твой поклонник очень. Спасибо. Когда первый раз увидел этого парня в интернете, я думал, это какой-то розыгрыш. Я подумал, это какие-то технологии цифровые. Но это чудо какое-то, это чудо природы, я не знаю, это явление. Александр Ревва – популярный российский шоумен, артист, а с недавних пор еще и певец. Видно, что искренне восхищается творчеством и талантом Димаша, за что ему отдельное спасибо. И добро пожаловать в армию Диарс. Мы с тобой так хорошо сидели, тогда мне прям... Я много про тебя поняла, поэтому у меня дополнительное чувство. Ирина Аллегрова – народная артистка России, главная угонщица мужских сердец и любительница свадебных цветов. Оказалась тонким психологом и чуткой женщиной, которая сразу поняла, что Димаш не просто большой артист, а личность, которой уготован особый путь. Алга Димаш. Я так приветствую, что он оставляет за кадром, он оставляет за кулисами что-то свое и личное. Не трогайте его, он чистый. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.